Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Наконец-таки я вырастил биопрепараты, как и обещал, Баверию, Метаризиум, и сегодня буду делиться результатами эксперимента. Итак, как-то перед Новым годом мы снимали ролик про выращивание биопрепаратов. И вот на самом деле я несколько раз пробовал вырастить и Баверию, и Метаризиум, и эксперименты у меня получались неудачные. Дело в том, что в одном помещении я выращивал и триходерму. И, к сожалению, триходерма, она более активна. И где-то попадали споры, заселялась триходерма, и вместо Баверии и Метаризиума нарастала вот плотной шапкой триходерма. Вот и приходилось эти растворы выливать. И, значит, вот на третий раз уже наконец-таки у меня получилось все вырастить. Почему сейчас получилось, а раньше нет, хотя триходерма в доме присутствует? Дело в том, что я совершил такую ошибку. Я накрывал вот эти баночки, когда делал закваски марлей, а все-таки марля пропускает воздух, и где-то споры проникли и заселились. Поэтому эксперимент не получился. Но вот этот раз завершающий я просто банки закрыл крышками плотно, чтобы никакие споры, ничего не попало. И как видите, все удачно получилось. Значит, начнем с Баверии. Вот в этой баночке Баверия, да, из заквасочки Тутагра, вот это я выращивал. Значит, что здесь в этой банке, как это выглядит? Значит, как выращивать, я уже рассказывал, просто покажу, как это выглядит. Посмотрите, внутри как такая вата, внизу банки скопилась, да, вот такая консистенция, такая рыхлая, как облака. А сверху плавают сгустки, значит, Баверии, уже нарощенной самой. Прям такими шапками, как беленькие комочки. Вот как будто взяли пену для бритья и на поверхность воды бросили. Вот такие вздутые, круглые такие шарички пушистые. Вот так вот выглядит Баверия. Сам раствор, он прозрачный, ну, конечно, можно взболтать банку, все это перемешается, но вот я не взбалтывал, чтобы отснять, показать, как вот Баверия выглядит на поверхности, значит, раствора. Вот в этой банке у меня Метаризиум. Так, посмотрите, отличается от Баверии. Внутри в банке как медузки. У Баверии все-таки как-то вот как облаком таким, да, как ватой, а все-таки вот этот Метаризиум, он все-таки как медузки отдельно плавающие такие. И вот если взболтать, будет видно, как эти медузки такие плавают в банке. На поверхности ничего нет, видите, он не нарастает на поверхности. Иногда, если вот банка это долго постоит, может и на поверхности нарастать, и даже такой, с такими сгустками уже с цветом оливковым более. Вот, можно на поверхности нарастать, но надо, чтобы банка дольше стояла. Но вот, в принципе, если вот так уже наросло, все, его можно применять. То есть, вот этот препарат полностью готов к применению. Можно использовать, там, поливать домашние какие-то растения, рассаду от почвенных вредителей, без проблем можно применять. То же самое касается и Баверии. Теперь возникает вопрос, как вот это все хранить? Значит, как хранить? Просто закрываем это все крышечками и ставим на хранение в холодильник. Полгода спокойно в холодильнике вот это все хранится, микроорганизмы не погибают. Главное, чтобы в холодильнике не минусовая температура была, градуса 3-4 обычно в холодильнике, и все хорошо хранится. Потом, допустим, летом нам надо что-то обработать, что-то где-то полить, достали и разбавили с водой и поливаем. Значит, сколько разбавлять? Значит, достаточно концентрированные вот эти закваски. Обычно 100 мл на 10 литров воды хватает. Можно даже и меньше. Если и 50 налить, все равно будет рабочий раствор, потому что концентрация здесь очень большая, спор очень много, такие концентрированные прям концентраты заквасок вот этих. И еще хочу показать вам баночка. Здесь у меня тоже выращен один гриб. Но этот гриб еще многим огородникам не знаком. Совсем недавно появился в продаже, значит, появилась в продаже закваска вот такая, значит, Клономикс. Что это такое? Значит, здесь в закваске гриб Колоностахис. Этот гриб чем-то похож на триходерму, но происходит питание по-другому. Питается он сахарами в первую очередь. Если вносим его в почву, тогда переходит на питание растительными остатками, как триходерма. Но в отличие от триходермы, он имеет устойчивость к ультрафиолетовому излучению. Он вот как сенная палочка. Это симбиотическая бактерия, он внедряется прям в ткани растения, а это как симбиотический гриб, он тоже в ткани растений проникает, потребляет питание какое-то небольшое,
да, не беспокойтесь, что он там все питание достанет. Нет, совсем немного. Но он защищает на длительный период растения от различных болячек, в том числе и от фитофторы, там, от парши и так далее. Вот если один раз обработали, 30-40 дней в растении он держится. Вот. И ультрафиолета не боится, в отличие от триходермы. Триходерма, если мы обработали, допустим, какое-то растение, да, по листу, триходерма боится солнца. Ну, побудет она пару дней, и опять придется обработку делать. А вот этот гриб не боится. Значит, можно и в почву его вносить, конечно же. Так же, как и триходерму, поливать под корень рассаду. Конечно же, будет защита и от корневых гнилей. Лучше растения будут питание усваивать и так далее, и так далее. Значит, я еще его не испытал на рассаде, и в огороде, естественно, тоже нет, потому что еще не сезон. В сезон буду испытывать, буду показывать, как он работает. Значит, но эксперимент с наращиванием получился. Вот покажу банку. И вот в этой баночке, посмотрите, он уже формируется. Примерно за 10 дней вот это все сформировалось. По внешнему виду, наверное, на метаризиум чем-то похож, но более такие мелкие сгусточки и более мутный раствор. Затем на поверхности здесь должна образоваться тоже такая белесая пленочка с розовым отливом. Вот. Чуть-чуть вот... розовая она должна быть, вот, но еще просто не наросла. Но вот вам промежуточный такой результат показываю. Поставлю еще на шкафу, пусть постоит неделю или две, вот посмотрю, как она там дальше будет нарастать. Но, как видите, раствор нормальный, то есть никаких фитопатогенов сторонних в нем нету, нет никаких... Там триходермы никакой не попало, ничего, все хорошо. Выращивается так же, как и вот эти биопрепараты. То есть, да, есть закваска в бутылочке основная, есть, значит, питательная вот эта среда, так же, как и вот эти препараты выращиваем. Кипятим вот эту питательную среду, заселяем, значит, этот гриб и в теплое место ставим. Где-то на шкафу, где-то около батареи, и все будет нарастать. Вот. Поэтому, как бы, можете тоже уже подготавливаться к сезону, испытывать. Вот у меня здесь упаковочка закрытая, есть еще открытая. Вот оттуда брал. Это у меня, как бы сказать, чтобы красиво в кадре было. Вот. Ну, вот такие результаты. Давно уже зрители писали, когда вы покажете, но вот показываю. Все получилось, поэтому... Не бойтесь, выращивайте биопрепараты. Если соблюдать технологию, все правильно делать, все получится. И не забывайте закрывать крышечки все-таки. Если есть триходерма в помещении, закрывайте. И даже если ее нету, все равно нужно закрывать. Почему? Потому что, допустим, вот у меня, да, казалось бы, я триходерму с дома убрал, а ее-то вносил я в грунт для рассады. И вот домашний огород, там помидорки у меня растут, здесь триходерма есть, там в перчик я вносил в грунт эту триходерму, везде вносил, и все равно где-то споры вот эти летают. Поэтому надежнее вот такими крышечками закрывать, чтобы ничего не попадало. Ну и, конечно же, не забываем соблюдать стерильные условия. Очень хорошо нужно стерилизовать баночки, чистенькие баночки. И вот и еще один такой нюанс. Берите всегда новые банки чистые. Не какие-то там, не знаю, от варенья там, да, или от огурцов банку. Хоть она будет и стерилизованная, и помытая, все равно где-то что-то может остаться. И тем более ни в коем случае не берите банку от триходермы. Как ее не стерилизуй, как ее не вымывай. Хоть в кипятке целый день вари, все равно триходерма неубиваема. Просто где-то одна малейшая спора осталась, и она все равно заселится. Поэтому только новые баночки используем, и тогда все будет нормально получаться. Ну, вот такой эксперимент, как видите, удачный. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.